Урок 1. Покупка продуктов. Доброе утро. Анна, я только что пошел за продуктами. Я купила курицу, рис, хлеб и кое-что другое. А как же ты? Привет, Джон. Я тоже ходил по магазинам. Я взял немного молока. Оно отлично подходит для приготовления смузи. Вы еще что-нибудь купили? Я также взял несколько яблок и овощей. На этой неделе я хотела приготовить вкусное жаркое. Звучит очень вкусно. Я обожаю жареное мясо. Его так быстро и легко приготовить. Абсолютно. А вместе со всеми свежими ингредиентами оно еще и полезно для здоровья. Что вы в итоге получили? Помимо молока, я купил яйца, муку и несколько других принадлежностей для выпечки. В эти выходные у меня есть настроение немного испечь. Домашняя выпечка самая лучшая. Дайте мне знать, нужны ли вам дегустаторы. Вы поняли. Я обязательно сэкономлю вам кусочек того, что в итоге сделаю. Похоже на план. Мне не терпится увидеть, какие кулинарные творения вы придумаете. Урок 2. Стремительный бег. Привет, Анна. Нам нужно поторопиться, если мы хотим попасть в фильм вовремя. Знаю. Давайте начнем. Я не хочу пропустить старт. Хорошо, давайте потрудимся. Надеюсь, мы успеем вовремя. Да, давайте скрестим пальцы. Ненавижу опаздывать на вступительные титры. Я тоже. Анонсы – самые лучшие. Я не хочу их пропустить. Именно так. Хорошо, я готова идти. Лидируй, спидстер. Вы поняли. Я буду ехать так быстро, как только смогу, не нарушая никаких законов. Ха-ха, хороший звонок. Безопасность превыше всего, даже если для этого придется рискнуть несколькими минутами фильма. Определенно. Хорошо, давайте сделаем это. Пора нажать педаль на металл. Урок 3. Незабываемый отдых. Привет, Анна. Как прошел отпуск? Я слышала, что вы отправились в большое путешествие. Это было потрясающе, Джон. Абсолютно незабываемо. Я прекрасно провела время. Приятно это слышать. Куда ты в итоге пошел? Я поехал в Италию. Я была там впервые и влюбилась в эту страну. Италия, да. Звучит как невероятное путешествие. Каковы были самые яркие моменты? А боже, с чего мне начать? Еда, архитектура, история. Все это было просто невероятно. Могу себе представить. Италия известна своей богатой культурой и потрясающими пейзажами. Определенно. Я побывал в Риме, Флоренции и Венеции, и каждый город обладал своим неповторимым шармом. Ух ты! Тебе действительно многое предстоит увидеть. Бьюсь об заклад. Вы никогда не забудете этот опыт. Урок 4. Захватывающие новости. Привет, Анна. Есть минутка. Я хочу поделиться с вами интересной новостью. Конечно, Джон. Что происходит?
Я только что узнала, что получила повышение по службе. Это просто фантастика. Поздравляю, это отличная новость. Спасибо, я очень рад этому. Это была большая тяжелая работа, но она окупилась. Что ж, вы определенно этого заслуживаете. Вы проработали много часов и отлично справляетесь со своей работой. Я благодарна за это. Приятно, что все эти усилия признаны. Абсолютно. Это та возможность, к которой вы стремились. Именно так. Мне не терпится взять на себя новые обязанности и задачи. Урок 5. Изобилие суеверий. Эй, Анна, вы слышали о необычных суевериях актеров? Нет, в чем дело? Меня всегда восхищают странные суеверия, которые есть у людей. Ну, видимо, они считают, что сказать актеру «удачи» перед выступлением на самом деле невезение. Ух ты, это действительно странно. Интересно, откуда взялось это суеверие? Не уверен, но это довольно необычно. Актеры — суеверная группа, не так ли? Похоже, так оно и есть. Думаю, так оно и должно быть, учитывая, что их профессия сопряжена с большими нагрузками. Абсолютно. Это похоже на то, как они пытаются сохранить контроль над непредсказуемым миром производительности. В этом есть большой смысл. Суеверия могут помочь справиться со стрессовыми ситуациями. Именно так. Довольно интересно узнать об уникальных суевериях разных профессий. Урок 6. Изучение новых миров. Привет, Анна. Я слышала, что ты недавно путешествуешь по новому городу. Как это было? А, это было потрясающе, Джон. Я прекрасно провела время, открывая для себя все скрытые сокровища в этом новом месте. Приятно это слышать. Каковы были самые яркие моменты вашего городского приключения? Что ж, я наткнулся на самое очаровательное маленькое кафе с самой вкусной выпечкой. А архитектура просто захватывала дух. Ух ты, звучит прекрасно. Мне нравится исследовать новые города и открывать для себя уникальные местные сокровища. Я тоже. Это такой захватывающий опыт. Чувство приключений и открытий не имеет себе равных. Могу себе представить. В том, чтобы погрузиться в незнакомую обстановку, есть что-то очень освежающее. Абсолютно. Это действительно открывает вам глаза на разные образы жизни и перспективы. Определенно. Я рада, что вы прекрасно провели время, путешествуя по этому новому городу. Всегда приятно выходить из зоны комфорта. Урок 7. Поездки по работе. Привет, Анна. На следующей неделе я отправляюсь в деловую поездку в Лондон. Ты там раньше бывал? Привет, Джон. Да, у меня есть. Моя сестра живет в Лондоне, поэтому я довольно часто ее навещаю. Город потрясающий. Он вам обязательно понравится. Отлично, я очень рад. Где живет твоя сестра?
Это недалеко от центра города. Она живет в районе Сохо. Это очень оживленный район. Множество отличных магазинов, ресторанов и ночных клубов. Потрясающе! Звучит превосходно. Есть ли у вас какие-либо рекомендации, которые стоит посмотреть мне, пока я там? Обязательно посетите некоторые из знаковых достопримечательностей, таких как Букингемский дворец, Биг Бен и Лондонский Тауэр. И не пропустите невероятную гастрономическую сцену. Приятно знать. Спасибо за советы. Во время моего пребывания я постараюсь осмотреть как можно больше мест. Добро пожаловать! Дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы по Лондону при планировании поездки. Сгодится, я признателен. Это будет отличный опыт. Урок 8. Утренний распорядок. Доброе утро, Анна. Как вы обычно начинаете свой день? Доброе утро, Джон. После того, как я просыпаюсь, мне нравится заниматься легкой растяжкой и йогой, чтобы привести тело в движение. Это отличный способ начать день. Чем вы занимаетесь после тренировки на растяжку? Затем я приду в душ, чтобы полностью проснуться. Я считаю, что освежающий душ действительно помогает мне зарядиться энергией. У меня все так же. По утрам мне необходим хороший горячий душ. Абсолютно. Как насчет тебя? Как выглядит твоя утренняя рутина? Что ж, я обычно быстро завтракаю, может быть, йогуртом и фруктами, прежде чем выйти на улицу. Похоже, это сбалансированное начало дня. Очень важно иметь постоянный утренний распорядок дня. Согласен, это действительно задает тон всему остальному дню. Мое утро довольно простое, но эффективное. Урок 9. Информация о компании. Привет, Анна. Вы знали, что у нашей компании XYZ Corporation появился новый контактный номер? Нет, я этого не знала. Какой новый номер? Это 123 456 78 90. Мы хотим, чтобы клиентам было проще связаться с нами. Приятно это знать. Я обязательно обновлю контактную информацию в своих записях. Отлично, спасибо. В этом году мы действительно сосредоточены на улучшении обслуживания клиентов. Это замечательная цель. Обеспечение отличной поддержки клиентов имеет решающее значение для любого бизнеса. Абсолютно. Наша компания ценит потребности клиентов превыше всего. Мы всегда ищем способы улучшить впечатление. Приятно это слышать. Уверен, ваши клиенты по достоинству оценят повышение доступности. Надеюсь, что да. Мы делаем все возможное, чтобы корпорация XYZ стала лучшим выбором в нашей отрасли. Урок 10. Опросы клиентов. Анна, я хотела узнать твое мнение о чем-то. Как проводить более эффективные опросы клиентов? Это интересный вопрос, Джон. Собирать ценные отзывы клиентов очень важно. Именно так. Нам необходимо убедиться, что мы собираем нужную информацию, чтобы понять их потребности. Думаю, главное —
Сделать опросы краткими и целенаправленными. Задавайте конкретные, целенаправленные вопросы. Хорошие замечания. Мы не хотим заваливать клиентов длинной анкетой. Определенно нет. И очень важно сделать опросы легкодоступными и удобными для заполнения. Абсолютно. Возможно, мы могли бы предложить вариант онлайн-опроса в дополнение к бумажным формам. Отличная идея. В наши дни количество ответов на онлайн-опросы, как правило, выше. Согласовано. И мы должны предоставить клиентам некий стимул к участию. Урок 11. Планы на выходные. Привет, Анна. У тебя есть интересные планы на выходные? На самом деле сегодня вечером я собираюсь встретиться с друзьями, чтобы отпраздновать окончание рабочей недели. Звучит отлично. Куда вы все идете? Мы попробуем новый модный коктейль-бар, который только что открылся в центре города. Отлично. Это должно быть очень хорошее время. Я немного завидую. У меня пока нет планов. Что ж, вам стоит присоединиться к нам. Чем больше, тем лучше. Уверен, что группа будет рада видеть тебя. Я бы не хотела навязывать. Это вечеринка для ваших девочек. Чушь. Добро пожаловать. Это будет интересный способ начать выходные. Хорошо, вы меня убедили. Во сколько мне встретиться со всеми вами там? Урок 12. Летние вакансии. Привет, Анна. Я слышала, что в этом году ты устроилась на летнюю работу. Отлично. Какую работу ты делаешь? Доброе утро, Джон. Да, этим летом я работаю в местном кафе. До сих пор это был очень интересный опыт. Я общаюсь с самыми разными клиентами и учусь готовить разные кофейные напитки. Похоже, это отличная летняя работа. Жаль, что я не могу найти что-то подобное, но все хорошие должности в моем городе были заняты. Очень жаль. Не волнуйтесь, я уверен, что вы что-то найдете. Может быть, вы могли бы пока попробовать поискать случайную работу или поработать на газоне. Знаете, это неплохая идея. Некоторые из моих друзей стригли газоны и выгуливали собак, чтобы заработать немного денег. Возможно, мне придется разобраться в этом. Определенно. Такие вакансии очень гибкие, и их часто можно найти из уст в уста или расклеивая листовки по всему городу. Отлично, спасибо за совет. Мне придется заняться этим. Так как тебе пока что работа в кафе? Мне это очень нравится. Клиенты дружелюбны, и я многому учусь. Кроме того, бесплатный кофе — это приятная привилегия. Ха-ха, держу пари. Что ж, я рад, что у тебя остались хорошие впечатления. Надеюсь, я смогу найти что-то такое же интересное для своей летней работы. Урок 13. Надежные источники новостей. Доброе утро, Анна. Вы в последнее время следите за новостями. Привет, Джон, я стараюсь, но в наши дни бывает трудно понять, чему доверять. В мире так много информации, как правдивой, так и ложной. Я знаю, что вы имеете в виду. На мой взгляд,
Важно не полагаться только на социальные сети для получения новостей. Абсолютно. Социальные сети могут стать питательной средой для дезинформации и сенсаций. Я стараюсь обращаться к авторитетным новостным агентствам, чтобы получать самую свежую и достоверную информацию. Это разумный подход. Я обнаружил, что перекрестная проверка историй из разных заслуживающих доверия источников может помочь отсеять любые предубеждения и неточности. Именно так. Важно иметь всестороннее представление, а не просто читать заголовки. Каким источникам новостей вы доверяете больше всего? Я обычно пользуюсь как национальными газетами, так и общественным радио и несколькими авторитетными сайтами онлайн-журналистики. Как правило, они хорошо проверяют факты и предоставляют контекст. Похоже, это отличные варианты. Я рад, что мы едины во мнении о том, как важно ответственно относиться к новостям. В наши дни так легко попасть в ажиотаж. Не могу не согласиться с этим. Что ж, я рада, что мы побеседовали. Приятно знать, что есть и другие, кто ценит достоверную информацию. Урок 14. Обычаи и сувениры. Привет, Анна. Как прошла твоя поездка на побережье? Вы привезли с собой какие-нибудь сувениры? А, это было замечательно, Джон. Мне удалось забрать несколько мелочей на таможенном контрольно-пропускном пункте. Отлично. Какие сувениры вы купили? Что ж, я нашла хороший набор местных керамических изделий, которые, по моему мнению, станут отличным дополнением к моей коллекции. И я взял пару футболок с логотипом города. Ах, здорово! Керамика и футболки– это всегда хорошие сувениры. У вас возникли проблемы на таможне? К счастью, не так уж и много. Мне все же пришлось задекларировать некоторые из этих вопросов, но процесс оказался довольно простым. Приятно это слышать. Помню, когда я в последний раз путешествовал, таможенники немного строже относились к тому, что я могу привезти с собой. В самом деле, с какими проблемами вы столкнулись? Ну, у меня было несколько маленьких деревянных фигурок, которые мне почти не давали оставить себе. Очевидно, существуют некоторые ограничения на некоторые виды натуральных материалов. Урок 15. Планы платежей. Привет, Анна. Можем ли мы обсудить план оплаты той новой мебели, которую вы искали? Конечно, Джон. Что тебя в этом больше всего беспокоит? Что ж, я просто пытаюсь найти наилучший способ составления бюджета для ежемесячных платежей. Знаете ли вы, предлагают ли они гибкие варианты? Насколько я понимаю, у них есть несколько вариантов плана оплаты. Я думаю, что стандартный платеж– 12 ежемесячных платежей. Хорошо. И есть ли способ внести больший авансовый платеж, чтобы сократить ежемесячные расходы? Да, безусловно. Я считаю, что если вы внесете 20-25% аванса, это может немного снизить ежемесячный платеж. Приятно это знать. А как же процентные ставки? Есть ли у них планы с нулевой процентной ставкой? Знаете, я не совсем уверен в процентных ставках. Это, безусловно, то, о чем нам следует спросить, когда мы приступим к завершению покупки. Звучит неплохо. Я хочу убедиться, что мы заключили самую выгодную сделку,
Понимаете? Урок 16. Усатый скот. Привет, Анна. А вы знали, что длиннорогий скот раньше славился своим дурным нравом и агрессивностью? Ух ты, правда. Я и не подозревал, что у этих нежных на вид коров такая дерзкая репутация. Да, в свое время лонгхорн действительно считался довольно опасным животным. У них были длинные острые рога, которые могли нанести серьезный урон. Ура! Это совсем не тот ментальный образ, который у меня был. Я всегда представлял длиннорогов как этих послушных, медленно движущихся существ. Возможно, они и выглядели именно так, но на самом деле они вели себя довольно агрессивно, особенно быки. Фермеры и владельцы ранчо должны были быть очень осторожны с ними. Это так увлекательно. Интересно, почему они стали такими темпераментными? Было ли это просто их природным инстинктом диких животных? Судя по тому, что я прочитал, скорее всего, это было связано с сочетанием факторов: сильным инстинктом выживания, территориальным характером и суровыми условиями окружающей среды, в которых они жили. Эти рога были довольно эффективным защитным механизмом. Могу себе представить. В наши дни в это трудно поверить, ведь большинство домашних животных спокойны и нежны. Должно быть, в то время длиннорог был настоящим зрелищем. Абсолютно. Они были действительно грозными существами, поэтому, вероятно, именно поэтому они стали таким культовым символом американского Запада. Урок 17. Испытание прошлого. Доброе утро, Анна. Вы знали, что в прошлом людям приходилось проходить необычные испытания, чтобы доказать свою невиновность? Нет, это действительно интересно. О каких испытаниях вы говорите? Ну, одним из примеров было испытание огнем. Если кого-то обвиняют в преступлении, ему придется держать в руках горячий утюг или ходить по раскаленным углям, чтобы доказать свою невиновность. Ого, звучит невероятно опасно. Не могу себе представить, что мне придется делать это просто для того, чтобы показать, что вы не сделали ничего плохого. Знаю, это довольно дико. Еще одно – испытание у воды, когда обвиняемого связывали и бросали в реку или пруд. Если они плыли по воде, то виноваты были сами, а если они затонули, значит, они невиновны. Это абсурд. Как утопление является справедливым способом определения чьей-либо вины или невиновности. Эти судебные процессы больше похожи на пытки, чем на правосудие. Точно, они были абсолютно ненадежны и несправедливы. Я рад, что теперь у нас более современная система правосудия, хотя она все еще несовершенна. Я тоже. Можете ли вы представить себе, что вам придется пройти через что-то подобное, чтобы доказать свою невиновность? Хорошо, что эти устаревшие практики остались в прошлом. Да, не шучу. В любой день я уничтожу нашу нынешнюю судебную систему огнем или водой. Урок 18. Изучение вариантов путешествий. Привет, Анна. Я начинаю планировать большую поездку на следующий год. У вас есть предложение, куда мне поехать? А, это потрясающе. Куда вы собирались поехать? Честно говоря, я готова ко всему. Мне бы очень хотелось открыть для себя новые места, в которых я раньше не бывал. В наши дни есть так много отличных вариантов. Рассматривали ли вы где-нибудь в Европе? Я слышала, что Испания и Италия прекрасны. Европа действительно звучит неплохо.
А как же Азия? Я всегда хотела посетить Японию или Таиланд. Это тоже был бы отличный выбор. Различные варианты путешествий, такие как перелет, поезд или даже круизы, могут подойти в зависимости от того, куда вы хотите отправиться. Это правда. Мне придется изучить плюсы и минусы каждого из них. Какие еще места, которые стоит посетить, вы бы порекомендовали? Коста-Рика обладает невероятной природой и дикой природой. Или, может быть, в Исландии, где можно увидеть северное сияние. Возможности безграничны. Множество отличных идей. Я просто в восторге от одной мысли об этом. Спасибо за предложения. Они очень полезны, когда я начинаю планировать свое большое путешествие. Урок 19. Возникновение новой Европы. Вы видели новости об изменениях, происходящих в Европе в последнее время? Нет, что там происходит? Я не так внимательно слежу за международными новостями. Что ж, один политик сказал, что на руинах войны рождается новая Европа. Интересно, что это значит для будущего континента? Были ли какие-либо подробности о том, как будет выглядеть эта новая Европа? Он отметил, что молодые лидеры начинают брать на себя ответственность, предлагая новую перспективу. Но он также признал, что переход будет непростым. Могу себе представить. Восстановление после крупного конфликта — это всегда сложный процесс. Налаживание баланса между старым и новым должно быть непростой задачей. Абсолютно. Однако один из участников сказал, что он настроен оптимистично, несмотря на предстоящие трудности. Он считает, что это может стать возможностью добиться долгосрочных перемен. Приятно слышать, что, несмотря на всю эту неопределенность, есть и позитив. Шанс построить лучшую и стабильную Европу для будущих поколений. Да, именно так. Будет интересно посмотреть, как все сложатся в ближайшие несколько лет. Это может стать поворотным моментом в европейской истории. Урок 20. Безопасное и увлекательное приключение. Хорошо, Анна, я проработал все детали нашей большой поездки в следующем месяце. Ты все еще здесь. Конечно, не могу дождаться. Куда мы снова направляемся? Мы возьмем на прокат фургон и поедем по национальным паркам на западе. Думаю, это будет потрясающее приключение. Поездка на автофургоне звучит очень весело. Мне всегда хотелось это попробовать. Пока у нас есть безопасный и надежный автомобиль, я на борту. Безусловно, безопасность – это главный приоритет. Я позаботился о том, чтобы купить ухоженный фургон, оборудованный для любой местности. Отлично. Это очень приятно. И у нас будет достаточно места для упаковки всего нашего снаряжения и припасов, верно? Определенно, много места для хранения вещей. Мы сможем привезти все, что нам нужно, не беспокоясь. Отлично. Я так рада провести время на свежем воздухе и вместе запечатлеть приятные воспоминания. У меня тоже будет круто. Я это знаю, что мы проведем незабываемое время в этой поездке. Урок 21. Пробуем что-то новое. Привет, Анна. Я хотела кое-что узнать у тебя. Конечно, в чем дело? Что ж,
Я давно хотела выучить новый язык, но немного нервничаю из-за этого. Какие-нибудь советы? Изучение нового языка поначалу может быть пугающим, но не волнуйтесь. Это вполне выполнимо. Приятно это слышать. Я знаю, что для этого потребуется много практики, но я очень хочу попробовать. Отличный настрой. Главное, не бояться ошибаться. Чем больше вы погружаетесь в воду, тем быстрее освоите ее. В этом есть смысл. Наверное, я просто боюсь, что прозвучит глупо или меня не поймут. Я понимаю, но постарайся не слишком беспокоиться об этом. Люди по достоинству оценят приложенные усилия, даже если ваше произношение поначалу будет не идеальным. Хорошо, это обнадеживает. Какие-нибудь другие советы для новичков в изучении иностранных языков, таких как я? Урок 22. Вкусное угощение. Привет, Анна. Вы слышали, что новый магазин мороженого только что открылся в центре города? Нет, я этого не сделала. Я обожаю мороженое. Какие у них вкусы? В них есть все классические вкусы, а также некоторые уникальные, такие как лаванда и чай Эрл Грей. Чайное мороженое Эрл Грей. Звучит интригующе. Нам обязательно стоит это проверить. Абсолютно. Я в настроении чего-нибудь сладкого. Кроме того, это отличный способ побороть летнюю жару. Звучит отлично. Пойдем сегодня после работы. Похоже на план. Встретимся в магазине в 6 часов вечера. Отлично. Увидимся. Не могу дождаться, когда смогу попробовать новые вкусы. Я тоже. Это будет восхитительное приключение. Урок 23. Чудеса дикой природы. Привет, Анна. Вы слышали об экскурсии по наблюдению за китами, которую они предлагают в доках? Нет, я этого не сделала. Звучит потрясающе. Мне всегда хотелось увидеть китов в их естественной среде обитания. Я тоже. И, видимо, во время круиза они тоже иногда замечают дельфинов. Вау! Это было бы невероятно. Я обожаю дельфинов. Они такие удивительные существа. Именно так. А гиды должны быть действительно хорошо осведомлены о местной морской флоре и фауне. Это прекрасно. Мне бы очень хотелось узнать больше о дикой природе в нашем районе. То же самое и здесь. Должны ли мы забронировать место в следующем туре? Определенно. Мне так не терпится увидеть, каких удивительных животных мы сможем увидеть. Я тоже. Это будет действительно крутой опыт. Урок 24. Ужин и наслаждение. Привет, Анна. Как насчет ужина сегодня вечером? Звучит замечательно. Вы имеете в виду какое-то конкретное место? Я подумала, что мы могли бы попробовать новый ресторан с фермы до стола, который только что открылся. Звучит очень вкусно. Я давно хотела попробовать их меню. То же самое и здесь. Я слышала, что у них есть действительно уникальные сезонные блюда.
Отлично. Давайте обязательно пойдем. Я хочу чего-нибудь свежего и ароматного. Потрясающе! Скажем, в 7 вечера. Звучит неплохо для меня. Я с нетерпением жду этого. Отлично, тогда свидание. Это будет чудесный вечер. Урок 25. Чудеса художественной галереи. Привет, Анна. Ты когда-нибудь была в художественной галерее? Меня всегда удивляет, как художники могут воссоздать мир на холсте. Да, я люблю посещать художественные галереи. Внимание к деталям и использование цвета действительно впечатляют. Именно так. То, как они передают суть сцены, просто завораживает. Я согласен. Как будто у них есть возможность воплотить свое воображение в жизнь. Определенно. Меня удивляет, как художники могут вызывать такие сильные эмоции своими работами. Абсолютно. Каждое произведение рассказывает свою историю, и вы действительно можете почувствовать страсть и видение художника. Определенно. Я мог бы часами изучать мазки и технику. Я тоже. Это как окно в сознание художника. Я всегда ухожу с чувством вдохновения. Абсолютно. Художественные галереи– это прекрасное место, где можно исследовать и ценить человеческий дух. Урок 26. Планы пеших прогулок. Привет, Анна. Как насчет встречи в начале тропы в 9 утра для нашего похода? Отлично. Звучит великолепно. Увидимся там. Отлично. Будет приятно выйти и насладиться свежим воздухом. Конечно, мы давно не ходили в поход вместе. Безусловно, это будет приятное изменение темпа по сравнению с нашей обычной рутиной. Я согласен, это будет отличный способ очистить наш разум и восстановить связь с природой. Определенно. Нам следует взять с собой закуски и воду, чтобы заправить нас на тропе. Отличная идея. Я принесу несколько здоровых блюд, чтобы мы могли заправиться во время похода. Похоже на план. Я с нетерпением жду этого. Урок 27. Обслуживание комнаты. Простите, Анна, могу я немного поговорить с вами о своей комнате? Конечно, в чем, похоже, проблема? Что ж, я заметил, что кондиционер в последнее время работает. Хорошо, давайте посмотрим, что мы можем сделать, чтобы это исправить. Буду очень признательна. Там стало довольно тепло. Нет проблем. Я пришлю кого-нибудь посмотреть его как можно скорее. Отлично, спасибо. Я также хотел отметить, что лампочка в ванной комнате нуждается в замене. Отмечено, что я позабочусь и об этом. Замечательно. Я очень признателен, что вы решили эти проблемы с обслуживанием. Урок 28. Планирование вечеринки-сюрприза. Анна, я хотела поговорить с тобой о важности секретности на вечеринке-сюрпризе.
Безусловно, я понимаю необходимость проявлять осторожность. Мы не хотим испортить сюрприз. Именно так. Я составлю простое приглашение и разошлю его гостям. Отлично. Так мы сможем убедиться, что все в курсе событий, сохраняя все в тайне. Определенно. Меньше всего мы хотим, чтобы почетный гость узнал об этом перед знаменательным днем. Я согласен. Нам нужно быть очень осторожными при общении и планировании. Определенно. Я обязательно подчеркну необходимость соблюдения конфиденциальности в отношениях с гостями. Звучит неплохо. Мне не терпится устроить эту вечеринку-сюрприз и увидеть выражение их лица. У меня тоже все будет отлично. Урок 29. Дизайн приглашения. Анна, что вы думаете о простом сером дизайне приглашений на вечеринку? Думаю, это выглядело бы очень элегантно и утончено. Согласен. Давайте будем избегать чего-либо слишком яркого или отвлекающего. Конечно, мы хотим, чтобы внимание было сосредоточено на сюрпризе, а не на самом приглашении. Именно так. Я сделаю формулировку краткой и по существу. Отлично. Так у гостей не будет слишком много деталей, на которые можно было бы упустить. Абсолютно. Давайте пойдем в магазин и посмотрим, сможем ли мы найти хорошие варианты картона. Звучит неплохо, но мне не терпится получить эти приглашения и привести колеса в движение. Я тоже. Эта вечеринка запомнится надолго. Урок 30. Советы по садоводству. Привет, Анна. У тебя есть какие-нибудь советы по выращиванию здорового сада? Что ж, главное — использовать правильную почву и удобрения. Вы имеете в виду определенную настройку. Я все еще в этом разбираюсь. Какую почву или удобрение вы бы порекомендовали? Для достижения наилучших результатов я бы посоветовал использовать богатую питательными веществами почвенную смесь или компост. А сбалансированное удобрение с медленным высвобождением действительно может помочь растениям процветать. Приятно знать. Есть ли у вас опыт работы с какими-либо конкретными брендами или продуктами? Мне очень повезло с органическими материалами, такими как выдержанный навоз или костная мука. Но, возможно, вы захотите сначала проверить почву, чтобы узнать, каких питательных веществ ей не Это хватает. умная идея. Прежде чем я начну что-то сажать, мне нужно будет сдать анализ почвы. Безусловно, это даст вам хорошую основу для работы. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы по садоводству. Отлично. Спасибо, Анне. Я ценю все полезные советы. Не могу дождаться начала работы в моем саду. Урок 31. Пряное приключение. Привет, Анна. Ты вчера вечером попробовала новое пряное блюдо в ресторане. Я не выдержала. У меня во рту горел. Доброе утро, Джон. Нет, я не попробовал пряное блюдо. Я выбрал более мягкий вариант, и оно оказалось таким ароматным. Вместо этого тебе стоило пойти на это. Ах, мне надо было прислушаться к твоей рекомендации. Мне не нравится что-то слишком острое.
Очень жаль. Мягкая версия оказалась просто идеальной. Невкусной, но очень вкусной. В следующий раз я остановлюсь на неострых блюдах. Я не могу переносить жару, даже если она должна пойти мне на пользу. Справедливо. Некоторые просто не могут принять специю. В этом нет ничего постыдного. Именно так. Я оставлю пикантные приключения тебе. Я довольна мягкими и ароматными блюдами. Звучит неплохо для меня. Тогда мне больше пикантного лакомства. Ха-ха, наслаждайтесь. Я буду выбирать безопасные и вкусные варианты. Урок 32. Делиться. Значит заботиться. Привет, Анна. У тебя есть ручка, которую я могу одолжить. Конечно, Джон, вот и все. На всякий случай я всегда беру с собой несколько дополнительных вещей. Спасибо, вы спасатель. Кажется, я никогда не могу следить за своими ручками. Совсем без проблем. Вам нужен многоразовый или просто обычный одноразовый? Многоразовый будет отличным вариантом, если у вас есть запасной. Я стараюсь быть более экологичным. Конечно, вот хороший вариант, который вы можете оставить себе. Он хорошего качества, его можно пополнять. Отлично, это именно то, что мне нужно. Я очень благодарна за то, что вы поделились со мной. Конечно, я рада помочь. Делиться, значит заботиться, верно? Определенно. Я обязательно верну его вам, как только закончу. Еще раз спасибо. Урок 33. Бронирование поездки. Привет, Анна. Мне нужно забронировать номер для поездки на следующей неделе. У вас есть минутка, чтобы помочь мне. Конечно, Джон, рад помочь. На сколько ночей вы остановитесь? Я пробуду там 3 ночи. Не могли бы вы проверить наличие свободных мест и лучшие цены? Давай я посмотрю. Хорошо, я нашла несколько вариантов, которые соответствуют вашим датам и бюджету. Отлично. Можете ли вы выслать мне детали? Я хочу убедиться, что забронирую его как можно скорее. Конечно, я сразу же пришлю вам информацию по электронной почте. Просто дайте мне знать, какой из них вы хотите выбрать. Отлично. Спасибо большое. Я очень признателен, что вы нашли время помочь мне. Не беспокойтесь, для этого и нужны друзья. Просто дайте мне знать, если вам понадобится что-то еще. Сделаю. Еще раз спасибо Анне. Я с нетерпением жду этой поездки. Урок 34. Чувство себя в форме. Привет, Анна. Я чувствую себя намного лучше с тех пор, как начала регулярно заниматься спортом. Приятно это слышать, Джон. Какие изменения вы заметили? Моя выносливость значительно улучшилась, и я тоже лучше сплю. Все прошло отлично. Это просто фантастика. Упражнения могут творить чудеса как с физическим, так и с психическим здоровьем. Абсолютно. Я также заметила, что у меня снизился уровень стресса, что является огромным бонусом. Это очень важно.
Снижение стресса имеет решающее значение для общего самочувствия. Определенно. Я очень рада, что сделала это приоритетом. Это имело большое значение. Я рада за тебя, Джон. Стабильность играет ключевую роль, но, похоже, она приносит свои плоды. Это действительно так. Я чувствую себя намного более энергичной и сосредоточенной. Урок 35. Поиск рекомендаций. Привет, Анна. Я подумываю купить новый ноутбук. Есть рекомендации. Это здорово. Я купил новую пару месяцев назад. Мне оно нравится. В самом деле, какую модель вы купили? Я не знаю, что искать. У меня есть модель XYZ. Это было просто фантастически. Отличное время автономной работы, высокая производительность и хороший дисплей. Звучит превосходно. Что тебе в этом больше всего нравится? Самое главное — скорость. Он так быстро загружается и загружает программы. Батарея также работает весь день, что очень удобно. Отлично. Это именно то, что я ищу. Мне нужно будет проверить эту модель. Спасибо за рекомендацию. Без проблем. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы. Я с радостью помогу. Сгодится. Я благодарна за это.